Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. К чему же приведут ваши отношения? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Так, мне показывает, что вы человек глубоко травмированный. Причем у кого-то это может проиграться, что не единожды были такие довольно глубокие душевные травмы, да. У кого-то это будет связано, скорее всего, с любовью, да, с потерей любимой женщины, с разводом, да. То есть это ситуация, которую вы настолько глубоко переживали, что даже на какой-то период вы отстранились вообще от женщин, от социума, да, но я имею в виду, возможно, это была ситуация дом-работа, дом-работа. У кого-то сейчас может проигрываться, да, если вы недавно, допустим, потеряли свою любимую женщину. Я вам скажу, что вы человек, который, опять же, может быть, даже в связи с тем, что произошло в вашей личной жизни, не единожды начинали свою жизнь как бы с чистого листа. У кого-то это может проиграться, что было связано не только с женщиной, но и с работой. Здесь какие-то кризисные моменты могли быть даже вот в работе, допустим, если у вас есть свое, может быть, кто-то начинал личное дело, то есть вы, знаете, вот как восставшая, да, вот птица Феникс из пепла восстает, вы строили, возможно, свое дело с чистого листа, да, начинали, может быть, даже это было какой-то момент банкротства, начинали, то есть не единожды свою жизнь строить заново. Опять же говорю, у каждого проиграется по-своему. Вы человек, который очень ценит в женщинах вот именно верность, надежность и чистоту. Я вам скажу, что даже внешность, ну, скорее всего, особенно с возрастом, она уходит уже на второй план. Да, конечно, хочется иметь красивую женщину, не без этого. Мужчина все-таки любит глазами. Но с возрастом, да, и наученный горьким опытом, все-таки вот вы больше обращаете внимание на то, какой человек, да, вот именно на человеческие, на женские такие качества. Какая она хозяйка, как она проявляет себя в общении, в отношениях, да, как она вообще относится не только к вам, а к людям. То есть вы немножко поменяли свои приоритеты вообще в жизни. Я вам скажу, что рядом с вами, ну, я не вижу таких прям очень сильно надежных и верных друзей. Да, есть приятели, есть коллеги, там родственники, но я не могу сказать, что вы делитесь какими-то своими проблемами, какими-то тяготами своими, да, вот вы обычно привыкли все решать сами. Бывает непросто, бывает очень тяжело, особенно, вот еще раз повторюсь, когда вы теряли женщину, вы настолько, может быть, даже уходили в себя, что ну, реально переставали на какой-то период с кем-то общаться, настолько вам было плохо. Хотя вот по жизни вы человек довольно компанейский, вы всегда были такой гостеприимный, коммуникабельный. Но в то же время, знаете, вы очень такой, ну, то ли наивный в чем-то, да, вот несмотря на то, что вы мужчины, но есть такая доля какой-то наивности, доверчивости в вашем характере. Вот напишите, ребят, вот вы понимаете, что ну реально с вас вили веревки по жизни, да, что вы вот такой, ну, добряк доверчивый. Напишите, ребят, ну, по-честному. Очень много вранья было. Люди в вашем окружении, которые были, и это касается не только женщин, ну, ставили и палки в колеса, да, вот в течение жизни. Были моменты, когда, ну, как бы, знаете, люди, которые в лицо улыбались, оказывались предателями. Были разные ситуации, вот именно связанные с обманом, с предательством, с изменой. То есть вас настолько жизнь закалила, что уже, наверное, не осталось сил страдать. Вот настолько вас измучили вот эти ваши жизненные ситуации, что, знаете, у меня такое ощущение, что вы изнутри выгорели. Есть такой момент. Но, тем не менее, что меня радует, что все-таки вы
Вы не поставили крест окончательный на себе и на своей личной жизни. Да, был такой период, не очень приятный, но опять же, вы решили для себя в один прекрасный момент, что все, хватит страдать, хватит переживать, толку никакого не будет. И решили двигаться дальше. Знаете, вот как будто в одночасье встали, встрепенулись, да, вот в один прекрасный день и решили двигаться дальше, потому что, ну, вы очень четко осознали, что, ну, дальше, ну, нельзя жить в таком состоянии, иначе вы себя просто добьете. И своими мыслями, своими переживаниями, своим хроническим стрессом. Вы это отлично понимаете. Я вам скажу, что вот единственное, что осталось, конечно же, но это такое, наверное, качество, либо же, я даже не знаю, каким словом назвать, вот недоверчивость осталась и дальше. Вот если вы хоть и встали, встрепенулись, да, все равно вот недоверчивость, она осталась. Еще какой-то период будет жить, конечно же, вместе с вами. Я вам скажу, что вы решили даже вот через какой-то период, да, когда вот было вам плохо, после того вы все-таки взяли себя в руки и даже начали пробовать знакомиться с женщинами, да, кто-то общался по интернету, кто-то в жизни знакомился. Ну, то есть вы в монаха однозначно не превратились, вы начали вот сознательно либо подсознательно искать свою женщину. Поэтому сегодня у нас расклад будет даже скорее об тех отношениях, которые вот есть у вас уже. Здесь можно даже, знаете, вот, ребят, в принципе, можно отнести сюда и те пары, которые уже, да, вот уже на сегодняшний день какой-то период вместе. То есть, опять же, с разных ракурсов я буду пояснять, потому что это общий расклад. То есть, сегодня у нас не про холостяков будет расклад, но всегда вы можете послушать меня, если хотите, конечно же, да. Может быть, что-то для себя поучительное тоже возьмете. Ну, смотрите, женщина, которая рядом с вами, она, конечно же, такая любительница командовать. Если это новые отношения, вы, возможно, еще этого не поняли, но она цену себе знает. Если, конечно же, вы какой-то период уже прожили вместе, либо же просто в отношениях, ну, вы это, я думаю, заметили, что она любит контроль. Такие женщины могут втихаря лазить по телефонам, там, переписки в соцсетях читать. Я не говорю, что это все поголовно так делают, но тем не менее, просто как-то, знаете, либо же закрывайте свои переписки, либо, ну, не допускайте таких моментов, чтобы могли лазить по вашим вещам. В конце концов, это личное пространство, и это не очень красиво. Это женщина, которая знает себе цену, вот та, которая рядом с вами. И неважно, познакомились вы с ней недавно, либо же сейчас вот вы с ней уже находитесь. Она цену себе знает, но опять же я скажу, что в ней очень много внутренних страхов и комплексов. Естественно, она об этом вам особо не говорит, но потому что, как правило, женщины, ну, не признаются в каких-то своих проблемах, да, но это не очень красиво, ты начинаешь падать в глазах у мужчин, поэтому обычно это умалчивается. Смотрите, подтверждение, вот как маленький пример. Может быть ситуация, когда вот, ну, вы знаете, многие женщины, бывает, подходят к своему мужчине и говорят, вот посмотри, там я не поправилась, да, вот посмотри, у меня там и бока немножечко выросли, и попа, может быть, выросла, да. То есть это говорит о том, что у нее заниженная самооценка. Это раз. И плюс женщина хочет получить от вас подтверждение, что вот я люблю и буду любить тебя такой, какая ты есть, да. Плюс еще сюда можно отнести женские страхи. Поэтому, если у кого из вас были подобные ситуации, когда женщина ну, довольно часто может спрашивать, задавать какие-то вопросы и про целлюлит, и про все что угодно, да, вот как я тебе в этом наряде, что и как. Конечно же, женщина в себе не уверена. Да, ей хочется услышать, что она красотка, да, ей хочется услышать, что вы ее любите и так далее. Но обращайте внимание, да, потому что вот особенно если это новые отношения, я вам скажу, что женщина не такая простая, какой может казаться. Она прошла тоже, в общем-то, непростой жизненный этап. Мы не будем углубляться, что у нее было. Но она такая, знаете, любительница, конечно же,
чтобы все ее баловали, кружили. Я думаю, вы уже заметили. Ну а кто не заметил, то еще у вас все впереди. Обычно, когда люди знакомятся сразу, конечно же, мы стараемся всегда свои какие-то негативные черты прятать, да, особо не показывать, но они все равно рано или поздно вылезают. Поэтому смотрите, вот наблюдайте. Она любит, когда ее кружат, она любит, когда какие-то хотелки вы ее исполняете. Она себя считает вообще, ну, знаете, такой, ну, чуть ли не раскрасавицей. Хотя, в общем-то, я не могу сказать, что она такая прям супер-пупер раскрасавица. Да, она может быть стройной, она может быть симпатичной, но прям такой звездой, которую она о себе возомнила, но я точно не могу сказать. Она страстная, это женщина страстная, которая, ну, возле вас, да. Смотрите, но здесь могут быть нюансы. Она страстная, смотря с кем и смотря в какие моменты, ребят. Особенно обращайте внимание те, кто уже какой-то период находитесь в отношениях. Она может показывать все свои такие супер мастерские азы, да, вот именно в интиме, когда ей что-то от вас нужно, когда ей нужно вас там на денежку, на подарок раскрутить, вот тогда она будет вам чудеса в постели показывать. Напишите, ребят, у кого резонирует, у кого бывают такие ситуации. Если же вы только, вот, допустим, недавно познакомились, но я думаю, у вас еще все впереди, и вы увидите подобное. Конечно же, поначалу у вас будут и кровати ломаться, поначалу это будет бурно, страстно, но потом это будет уже происходить все реже и реже, и как-то вот, ну, некая такая выгода будет, да, ты мне, я тебе. То есть ты мне подарочек купишь, и я тебе бурную ночь в таком плане. Ну, а если не подаришь, то ты останешься либо же без кекса, либо же ты получишь его, ну так, знаешь, в позе спящая красавица. Вот что-то такое приблизительно. Женщина, которая, ну опять же я вам говорю, что она внутренне глубоко не уверенная в себе, но пытается показать, что она такая вся звезда королевишна. У нее были отношения, которые не сложились, возможно, даже не единожды у нее были такие проблемные отношения, и все из-за вот каких-то ее, знаете, таких вот маневров в отношениях, что то ли у нее может проиграться склочный характер, то ли это могут быть, знаете, ситуации, когда она ограничивает вот в чем-то свободу мужчины, да, вот когда она командует, она включает свою звезду королевишну и начинает туда не пойдешь, это будешь делать, это не будешь делать, ну то есть вот сказать, что она такая мягкая, податливая, белая, пушистая, ну я ну никак не могу, но это 100%. Поэтому, ребят, вы, конечно, не пугайтесь, особенно те, кто только познакомились, да, потому что вы сейчас можете разорвать эти отношения. Нет, не нужно, вы присматривайтесь. Мы сейчас еще посмотрим немножко, что за женщина, с чем ее едят, да, и к чему приведут вообще ваши отношения. Но легкими точно их не смогу назвать, потому что будут такие чудеса на виражах. Будут эмоциональные качели, будут и стычки, будете отдаляться, ссориться, мириться. Я думаю, со мной согласятся те, кто уже находится в отношениях, потому что, ну, вы сможете подтвердить, да, вот даже в комментариях, что периодически вы ссоритесь, вы можете расходиться, там, разъезжаться, вы можете какой-то период вообще не разговаривать, не общаться. Ну, то есть это такие, знаете, вот эмоциональные качели, которые истощают многих людей. Эти качели, которые, ну, делают людей все дальше и дальше друг от друга, потому что, опять же, терпение имеет свойство заканчиваться. Вопрос времени. Вот у кого дольше хватит терпения, тот и протянет, да, вот эти отношения еще какой-то период. Я не могу сказать, что эта женщина глупая. Вот в чем вопрос, да. Она даже с какой-то небольшой такой хитринкой. Поэтому, если ей что-то нужно, она всегда найдет к вам подход. Опять же, либо же, как я говорила, через постель, либо же она превратится в такую белую пушистую кошечку, которая такая вся ласковая, такая любящая, такая заботливая. Но опять же, здесь есть момент выгоды.
Кто находится в отношениях, ребят, вы можете подтвердить, допустим, мои слова, да, если у кого резонирует, что, ну, вы уже это и сами, в общем-то, заметили. Женщина, которая манипулирует вами, да, женщина, которая может, если ей что-то нужно, она станет просто ручная. Вот хотелось бы, знаете, давайте отдельно сейчас посмотрю именно у кого новые отношения, чтобы вы сильно не пугались, а то вы сейчас все порвете отношения, а у меня немножко другая цель. Ну, здесь однозначно, смотрите, здесь страстные отношения, но женщина будет, конечно же, отстаивать свою точку зрения, если нужно. Женщина будет показывать периодами свою твердость характера, она не будет плясать под вашу дудку. Поэтому, если вы сейчас вот только познакомились, ну, вы должны для себя решить, готовы ли вы быть такой вот тигрицей, львицей с одной стороны, а с другой стороны, она, в общем-то, манипуляторша. И, конечно же, она будет манипулировать так, что вы не всегда даже и заметите. К чему же приведут ваши отношения? Давайте все-таки посмотрим. Смотрите, ребята, те, которые сейчас живут в отношениях, либо же, ну, вернее, находятся в отношениях, либо же есть у вас семья, да, если у вас давно не ладится ничего между вами, да, здесь я вам скажу, что дорога одна, дорога врозь. У нас выпала десятка мечей, это говорит о том, что отношения закончатся рано или поздно. Вы просто, знаете, вот тянете, как будто вот агония перед смертью. Вы оттягиваете этот конец. У каждого это своя причина. Я уже много раз говорила, кто-то ради детей живет, кто-то не хочет квартиры и машины делить. Опять же, это ваш выбор. Но дорога одна идет, потому что отношения себя изжили. Давайте посмотрим теперь отдельно, да, я вот именно отдельно хочу посмотреть, потому что здесь будет у всех по-разному. Те, кто не так давно вступили в отношения, что будет у вас? Вы, конечно же, будете сближаться все больше и больше, но снова, опять-таки, искры между вами будут летать. Это будет такой тандем любви и огненной страсти. Это будет тандем, когда вы будете и бурно ссориться, и бурно мириться, и опять же страстно мириться. Вы будете какой-то период вместе, но я не могу сказать, что у вас отношения закончатся браком. Вот здесь я точно не могу сказать, потому что, ну, в отношениях вы можете побыть, но я думаю, это не та женщина, о которой вы мечтали. Вот пороманить с ней можно, там бурные страсти, страстные ночи и дни, это да, это можно с этой женщиной пройти какой-то период, да. Но здесь семейная карта, ну, никак не светит, ну, не светит, ребят. Потому что в вашем представлении женщина для семьи немножко другая. Вам хочется и более покладистую, и более мягкую. И даже несмотря на то, что она, допустим, там чудеса на виражах может в постели творить, но это для вас все равно будет как-то второстепенно. Вот главное, какой она человек, как она себя ведет и с вами, и с окружающими. Для вас это будет на первом месте всегда. Поэтому пороманить вы можете, ребят. Ну а те, кто живут, у кого реально тяжелые отношения, да, вы это понимаете, ну здесь конец один. Здесь конец один, как бы вы ни оттягивали, как бы вам не было больно, обидно, ну, ребят, отношения себя изжили. И лучше закончить их раньше, чем потом, когда уже будет совсем поздно. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!